как настоящий альфа-самец, гигачат, гиперполиглот. Вот это все фальшивка. Photo together, yeah, like. Очень классно, мне очень понравилось. Я до этого пробовал, всем рекомендую. В общем, с погодой нам сегодня сначала не повезло, потом повезло. Привет! Меня зовут Сергей, и добро пожаловать на мой канал по-русски издалека. Я живу во Вьетнаме уже 8 лет, но последние 3 года я ни разу не возвращался в Россию. Но, к счастью, мои родители смогли приехать ко мне 1 месяц назад, и мы провели офигенные 10 дней вместе. Сегодня я покажу вам это. Ну что, готовы? Поехали! В общем, нашли массажистку, сказала, что придет через 15 минут и вот делает моей папе массаж. Ног. Массаж ступней особенно, да? Почему ты не доверяешь? Ну, у меня больная спина, потому что я боюсь. То есть, а ноги это самое оптимальное, что можно, в принципе, во Вьетнаме. Можно это попробовать начать, да? Да, по крайней мере, с чего-то. Хорошо, ну ладно, пойдем дальше. Как настоящий альфа-самец, гигачат, гиперполиглот, который привлекателен для всех мужчин и женщин на свете. Я, когда отдыхаю на море, загораю на пляже, никогда не теряю времени. Взял с собой вот книжку по-вьетнамски. Это «Ходячий замок Хаула». Возможно, вы знаете такое аниме. Вот она, «Ходячий замок», да? Вот этот замок, он ходит. И да, это на вьетнамском. Сейчас попробую немножко почитать. Немножко, конечно, уровень выше моего, но нам, гигачат, гиперполиглотам, альфа-самцам, которые привлекательны всем мужчинам и женщинам на свете, к такому не привыкать. Вот мы и отправились на наше первое путешествие, маленькое путешествие на велосипедах. Мы очень часто катались с родителями на велосипедах, потому что мы арендовали их. И да, мы очень любим это делать. Мы обычно катались раньше в России на велосипедах. Вот, и я думаю, что у меня включен микрофон, и я говорю, а я забыл его включить на самом деле. Это можно в лодку бросить? Да, просто засовывают туда в лодку, потом еще надо достать. Вот, мы пришли каяк-тур. Вон он, получается, Хоян каяк-тур. Здесь есть разные каяки, есть эти сапы, где можно ездить, стоять на них, плавать. Вот там весла для нас берут. Все, сейчас садимся на каяки и буду использовать телефон, потому что опасно камеру замочить, а телефон водонепроницаемый вроде бы как. Так что звук будет другой, но надеюсь, вам все равно будет интересно. Ну что, друзья, плывем! Дружно! Ну что, сейчас мы плывем, но проблема в том, что здесь очень мелко. И, возможно, нам придется тащить лодки, но мы попробуем.
Попробуем пройти как надо. Так. Очень мелко. Ой, сейчас по дну. Ой, по дну. Все. Приехали! Мы сели на мель. Сели на мель. Надо толкать, потому что здесь мелко. Поэтому я сегодня вместо лодки гребу. Еще чуть-чуть. Еще немного. Ура! Ура! Ей! Ну вот, мы сейчас плывем потихонечку. Конечно, здесь до сих пор мелко, но мы стараемся находить глубину и проплывать по глубине. Здесь разные птички поют. Хорошая погода. Там гребут мои родители. Как гребется? Вроде уже нормально. Уже на глубь вышли, да, немного? Помахайте ручкой. Помашите. Не буду. Помашите ручкой. Сейчас Помаши. научит он вас там. Слушайте. Здесь намного легче, да, грести, потому что здесь нету ни порогов, ни Сережа, течения. вот ты понимаешь, когда ты говоришь, хочу кайтинг, у нас там, они убиваются. Во-первых, они для того, чтобы проплыть 5 минут, ну, конечно, у них меньше, чем здесь они его тащат часов 5, блядь, в гору, блядь. Правда? Да. А он килограммов 30-40 в одну харю. Тащит, а потом 5 минут спускается. Не, так неинтересно. Мне хотелось бы, допустим, с подъемничком. Можно мне? Нет, такого нет. В общем, родители уже устали и поплыли обратно. А мы решили еще добавить немножко, один круг. Сейчас заплывем в лагуну. Вот это мы называем тушканчик, я думаю. Камыш называется по-русски. И это такое растение, которое обычно растет на болотах. И обычно мы говорим, когда ветер дует, и они стукаются друг от друга, и получается такой интересный звук. Вот. А если его открыть, то оно такое весь распушится. Но я не буду это делать из уважения к природе и уважения к моей жене, которая попросила меня это не делать. Поэтому я оставлю это растение так, чтобы оно здесь было дальше. Поплыли домой. Ну что, доброе утро. Доброе. Куда едем? Банахил. А что это такое? Ну, нас интересует Золотой мост. Золотой мост. Ага. А что особенного? Что особенного в этом мосте? Там что такая рука огромная поддерживает этот мост. Одна рука, что ли? Две? Не знаю. Две. Посмотрим, Там две руки. Это называется руки Бога. Что это как Будды держат руки. Вот. И мы недавно смотрели сериал на Netflix, и там как раз был этот мост. То есть не он прям был, но был вдохновлен этим мостом. Там какой-то магический мир. Называется «Песочный человек».
Вот. Если кто-нибудь не смотрел, то посмотрите, хороший сериал. Вот. Ну что, сейчас приедем, все покажем вам. Сейчас уже подъезжаем, только что купили билеты, и мы вчера, получается, договорились с водителем, поэтому нам купили билеты вне очереди, ну, мы как обычно, и таким образом нам не нужно будет стоять долгую очередь. Мы только что заплатили мужчине на мотоцикле, который стоял на дороге. В общем, все схвачено. За все заплачено, да. Значит, сейчас мы вместе идем и ищем, где вход на фуникулер, потому что нам нужно будет подняться на гору, вон туда. Там, видите, вдалеке находится маленькая такая, как сказать, подвесная дорога на маленьких машинках. Вот. И здесь очень такая прикольная архитектура. Вот место это называется Банна Хиллз. И чем это место известно? Тем, что здесь на самой высоте есть замки, которые выглядят как европейские замки. Естественно, это не настоящие европейские замки, но это сделано для того, чтобы местные вьетнамцы, им очень нравится это видеть, потому что они никогда не были в Европе. Вот. И там также есть этот красивый мост, про который мама уже говорила. А это мой папа. Что ты хочешь рассказать, что-то интересное? Нет, просто я хотел сфотаться. Это место напоминает мне то время, когда я и моя семья вместе ездили в Китай, когда я был маленький. Вот. Здесь, получается, находится много разных статуй. И если вы знаете, почему здесь у нас есть статуя петуха, статуя собаки, там статуя свиньи еще. Все потому, что это олицетворяет знаки зодиака в восточном гороскопе, в китайском, во вьетнамском. И мой знак, как вы знаете, это петушок. Вот уже подошли к фуникулеру. Это, возможно, будет наша кабинка. Успеем, не успеем. Все, уже на подъемах. Сейчас подъедем. А что подъедем, считаешь? Ну, что мы сейчас увидим первое, как вы думаете? Замки? Замки? Или мост сразу? Ну, в общем, что-то нас ожидает. Приключений час. Ребята, приключений час. Ждут давно чужие земли вас. Там Джейк он пес и Финн парнишка. Всегда здесь хорошо. Идите к нам. Это время приключений называется. Вот мы пришли на знаменитый мост. Этот мост стоит на руках и называется «Руки Бога». Я думаю, руки Будды или кого-то другого. Я точно не знаю. Но место красивое, но много туристов. И это, как всегда, все портит.
еще вы можете поддержать меня на Патреоне здесь. Спасибо. Я нашел тут такую вкусняшку. Моя жена очень любит это. Это называется вьетнамский пончик или баньзан, они называют. Очень вкусно. А здесь они называют это банькам, немножко по-другому. Это, как вы видите, здесь на картинке нарисовано, я сейчас еще съем, такой пончик, который сделан на тесто из клейкого риса. А внутри находится из бобов и кокоса такая смесь. Сладкий он, жареный. И сейчас попробуем. Вкуснотень. В общем, здесь неплохо. Туристов много, но не очень. То есть бывает больше. И довольно прохладно, потому что мы в горах. Конечно, я то, что вижу такую псевдоевропейскую архитектуру, конечно, немного фальшивая, но тем не менее все равно приятно погулять, посмотреть. Так что, да, рекомендую. Стоит здесь все это, то есть получается, мы брали такси, заезжали за $50 из дома, туда-обратно. Ну и вход, сколько? Стоит здесь, получается, примерно $40 вход. Ну, я думаю, это того стоит. Один раз можно сходить. Сейчас мы пойдем внутрь винного погреба. И я думал, что здесь все новое, что это все фальшивка. Но этот погреб построен 100 лет назад. Точнее, 101 год назад. В общем, построен в 1923 году французами, которые хранили здесь вино. Пойдемте посмотрим, что там такое. Так пока похож на настоящий погреб. Здесь вот бочечки с вином. Вот. Ну да, интересно. Этому месту уже 99 лет. Очень старенькое место. Вот. Но я никогда раньше не был в настоящем винном погребе. А вон мои родители. Мама, папа, я вас потерял. Ну, сидят настоящие французы, пьют вино, кутят с женщинами. И вот тут что-то саксофон и пианино. Прикольно. Еще здесь, щелкунчики. Сзади тебя прям, видишь? Ну, какие они. Господа, нас обманули. Все бутылки абсолютно пустые. Видимо, чтобы местные русские туристы не опустошили. Русофобы! Вот. Интересно, какие вина-то у них? Это настоящие здесь или они... Не, наверное, это уже привезли. А это, я так понимаю, инсталляция старого погреба. Прикольно, кто, интересно, все это делал? Вот и закончилось наше приключение. Только начинается. Вот, уже все набрались и будем лежать под столом, петь песни. Вот вам настоящий русский контент. Да ладно, шучу. Шучу. Мы пьем очень образованно, очень, как это сказать, мама, культурно, вот. Спасибо, мама. Мама всегда может подсказать хорошее слово. Бана Хиллз – это удивительное место, где сочетается европейская красота с вьетнамским климатом. Вот. Но что было классно, все время было очень прохладно и приятно, совершенно не было жарко, и очень можно было хорошо видеть облака и вид сверху. Вот. Как бы, да, туристы были, много было корейцев, но да, это ничего страшного.
все равно мне нравилось там гулять, вот, смотреть на всякие такие крутые машинки и тому подобное. Он похож на Льва Толстого? Написано здесь Лев Толстой. Ну, что-то как-то они совсем перепутали, кого-то другого поставили. Может, вы знаете, кто это? Напишите в комментариях, если у вас есть идеи. Я без понятия. Это не Толстой. В общем, у меня такое чувство меня не покидает, что как будто бы меня пытаются здесь развести, как будто бы я знаю, что это все не настоящее, но в то же время я здесь гуляю и чувствую, что все это фейк. Ну, прикольно. Я думаю, что для людей, которые никогда не были в Европе, это довольно интересно. И, в принципе, приятно прогуливаться здесь. То есть, если бы это было бы, не знаю, дешевле или бесплатно, я бы здесь часто бывал, потому что это просто приятное место для прогулки. Но $40 за то, чтобы один раз погулять, так я подумаю. Не обязательно сразу побегу сюда. Вот. Я только что увидел, там были люди, иностранцы, белые люди на ходулях. Ходули — это такие большие деревянные ноги. И я думал, что они русские или украинцы, или белорусы, но, в общем, я слышал русскую речь. И я все пытался к ним подойти, поговорить. И потом подхожу к этой девушке и говорю: «Привет, можно сфоткаться?» А она такая: «I'm sorry, I don't speak whatever language you speak». Я такой: то есть вы не русская, да? Говорю по-английски. Она такая: «Я из Колумбии». Я такой: «О боже, прошу прощения». Она говорит: «Я говорю только по-испански». В общем, да, немножко получился такой забавный конфуз. Ну вот, друзья, это будет все на сегодня. Увидимся в следующей части эпизода. Мы заканчиваем нашу поездку по Бана Хиллз. Гуляем по храмам. Это намного ближе и приятнее для меня здесь. Буддистские храмы. И эти песни, эти мантры всегда, так сказать, оставляют у меня на душе теплое чувство заботы, любви и чистоты. Сейчас папа покупает вкусный национальный хойянский напиток, в котором содержатся разные ингредиенты, такие как имбирь, лимон, лотос, корица и лемонграсс. Да? Где-то там он есть. Вот. Что ты там шепчешь? Я говорю, очень классно, мне очень понравилось. Я до этого пробовал. Всем рекомендую. Попробуй сейчас, скажи. Что ты думаешь? Качественный продукт, натуральный. После него очень хорошо сходить в туалет. Господи, да что такое-то? Мам, ты что скажешь? Освежает. Освежает. Окей, отлично.
Пришли в храм китайский, очень красивый. Этот храм был построен очень давно китайскими торговцами. Вот. И папа мой что-то говорит, что там красивая фреска. Фреска, говоришь? Ну, вот я не знаю, это фреска. Сейчас посмотрим. Такая. А, да. Видите? В общем, с погодой нам сегодня сначала не повезло, потом вышло солнце. Папа начал возмущаться, что много солнца. Ну, как обычно. Сейчас тебе солнца хватает? Да. То сейчас солнце садится, погуляем еще, и потом будем смотреть на ночной Хойян, что тоже будет классно. Ну вот, теперь мы уже гуляем вечером. Здесь намного приятнее. Я люблю гулять здесь. Много фонариков. Вы уже видели, наверное, раньше. Играет живая музыка. Сейчас мы пойдем в паб ирландский. И, возможно, мои родители выпьют немного пива. Но я сегодня пить не буду. Здесь красивые зеленые фонарики, и оранжевые фонарики, и белые фонарики. Ну, в общем, настоящий ирландский стиль. Хотя Гиннес не очень похож на настоящий Гиннес. По крайней мере, так сказали мои родители. Мы не стали брать Гиннес, но мы взяли какой-то другой коктейль. Сейчас посмотрим, как он на вкус. Это все на сегодня, друзья. Спасибо вам большое за то, что вы посмотрели это видео. И если вам нравится смотреть мои влоги, вы также можете смотреть на вот это видео, где я путешествую по Вьетнаму с моей женой. Спасибо большое, до скорого и пока-пока.